Всем привет и спасибо, что вы ко мне заглянули на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, быстро, красиво и самое главное полезно. И поводом к сегодняшнему видео оказалась моя клиентка, которую зовут Зарина. Привет, Зарина. Она обожает хлеб. И она говорит, что она никак не может сбросить свои несколько лишних килограмм только по одной причине, потому что она не может жить без хлеба. Я говорю, хорошо, давай поэкспериментируем, и я для тебя что-нибудь придумаю. Друзья, рецепт родился. Это обалденный совершенно овсяный хлеб, который будет без муки, он будет состоять из цельнозерновых грубых овсяных хлопьев и, конечно же, без дрожжей, без какой-то пшеничной муки. Он будет очень и очень полезным, и этот хлеб можно кушать, и если вы хотите похудеть или же закрепить свой результат, если вы больны диабетом второго типа, вам тоже этот хлеб можно кушать. Я уже пробовала этот рецепт, и сейчас с удовольствием предлагаю вам его повторить вместе со мной. Ну что, приступаем! Для сегодняшнего хлеба нам с вами понадобится из орудия труда миксер. Ну вот у меня такой большой, можно взять обыкновенный ручной, и тоже прекрасно все можно взбить. Силиконовая формочка, лопатка силиконовая, маленькая полотенечко. И из продуктов питания немножко масла, чтобы мы вспрыснули нашу форму. 3 яйца, 300 грамм цельнозерновой, заметьте, овсянки. Овсянка должна быть грубая, да? 400 грамм натурального йогурта, 100 грамм грецких орехов, 1 чайная ложечка соды. Также я взяла столовую, такую хорошую с горкой ложку кунжутных семечек и немножко соли. Соль смотрите по своему вкусу, как вам нравится, чтобы не пересолили наш будущий хлебушек. Ну а теперь давайте начинать готовить. Первым делом давайте мы с вами взобьем яйца, бум, плюх, вместе с йогуртом. Выливаем его сюда. Вот он, как вы видите, без каких-либо добавок, совершенно беленький и натуральный. Теперь мы добавляем соду. Так. Немножко соли. Опять же, чтобы не пересолили. Смотрите, какая у вас соль. Это отодвигаем сюда и начинаем взбивать. Немножко взбив, мы отправляем нашу цельнозерновую овсянку. Так. Грецкие орехи. Кунжутное семя. И начинаем все тщательно, опять же, взбивать. Сейчас я вам покажу, что у нас с вами получилось, после того, как я сниму. Я снимаю машу чашу и показываю вам, как наше тесто в данный момент выглядит. Пусть оно немножечко постоит, буквально минут 5, для того, чтобы все ингредиенты вошли во взаимодействие. И затем мы выльем тесто в хорошо смазанную силиконовую форму и подготовим его к выпеканию. Прошло 10 минут, и вот посмотрите, какое у нас с вами получилось тесто. Вот такой консистенции, видите? Овсяные цельнозерновые хлопья, они набухли, и тесто стало более густым. Теперь мы с вами спрыскиваем нашу форму маслом, растительным маслом, любым, для того, чтобы у нас с вами ничего не пригорело. Если у вас форма не силиконовая,
вы можете, конечно же, застелить все это пергаментной бумагой. Ну и теперь все проще простого. Выливаем наше тесто и разравниваем наш будущий хлебчик. Духовку мы уже с вами включили на 180 градусов. Лопаточкой выравниваем наше тесто. Вот так наше тесто с вами выглядит сейчас. И мы наш будущий хлебчик отправляем в духовку минут на 35-40. Опять же, как я всегда повторяюсь, смотрите на свою духовку. И, конечно же, скоро я вам покажу, как наш хлебчик выглядит. Мои хорошие, а теперь смотрим на результат нашего произведения. Как вы видите, мы уже половиночку съели, да, откушали. То есть он был гораздо больше, но у нас был ланч. Естественно, мой муж, как все датчане, это бутербродная страна, на ланч всегда обязательно кушает кусочек какого-то хорошего черного хлеба с какими-то листиками салата и, естественно, с какими-то, я не знаю, там, с колбаской домашней или еще с чем-то, или, может быть, с салтисончиком, который я тоже рецепт вам скоро дам. Это очень вкусно. И, кстати, полезно. Я сделала такой рецепт для вас сальтисона. Следите за моими видео. Но сейчас не о сальтисоне. Посмотрите на этот хлеб. Он совершенно обалденный. Я специально этот кусочек отрезала, ну просто вот слайс, как в магазине. Абсолютно тонюсенький. Он не ломается. Смотрите, какой он. Вот второй слайс, он немножко потолще, опять же, чтобы показать, какой он мягкий и сочный. Вкус, ну, непередаваемый. Попробуйте сделать этот рецепт. Действительно, совершенно вкуснейший хлебушек. Сейчас еще вам покажу, чтобы доказать. Смотрите, какой. Я вам показывала уже выше. Видите, он какой вот, ну, самый настоящий полезный хлеб. И вот этот грецкий орех, который я специально не резала, да, видите, он такой крупный, когда вы его разрезаете. У нас даже такой есть в Дании хлеб, который называется вельнюлепол, то есть хлеб из грецкого ореха. И он у нас очень-очень дорого продается. Здесь вы получите за копейки, сколько там этого грецкого ореха вам понадобится, ну, наивкуснейший рецепт хлеба, который вам будет только во благо, мои хорошие. Так что не бойтесь, кушайте хлеб. Зарина, кушай тоже мой хлеб и пеки, не ленись. И получайте удовольствие от жизни, от мучного, также, да, по моим рецептам. Но, конечно же, помните о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Но если мы будем с вами готовить правильно, заменять пшеничную такую муку, да, на вот протеиновую, как мы с вами сегодня это сделали, то никакое мучное, никакое пирожное, кстати, я вам сделала столько уже пирожных, скоро выложу, не принесет вам вреда и вашему здоровью также. Главное подходить к нашей кухне, к нашей готовке с любовью и с пониманием то, что мы кладем в наши продукты, я имею в виду рецепты, и то, что мы кушаем. Дорогие мои, спасибо, что были сегодня со мной, спасибо, что вас у меня все больше и больше, и до новых встреч, до новых вкусных и полезных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!